Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в этот день, понедельник, вечер, в такой насыщенной геополитической и, в принципе, да, политической обстановке вы находите время для того, чтобы, очень надеюсь, что ставшей уже традиционной дискуссии Павла Щелина и Костя Бондаренко принять непосредственное участие и, конечно же, послушать анализ, что называется, с пылу, с жару вот очередного этапа летнего продолжения такой длинной, кажется, уже войны. Уважаемые гости со мной на связи. Константин Петрович, приветствую вас. Здравствуйте, добрый вечер. Павел, спасибо большое, что нашли время. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, значит, формат традиционен, все как положено. QR-код, который видите на своем экране, возможность на экран вывести текст, вопрос, предложение, мнение. В клубе зрителей вопросы заблаговременно можно оставлять в телеграм-канале. Также непосредственно в сообществе YouTube есть анонс, и там вопросы есть и персональные, и общие там для обоих гостей, которые будут высказываться сегодня, и дискутировать. Еще раз подчеркну, это не дебаты, это вот именно дискуссия, и попытаться нам нужно понять, что будет происходить дальше на фоне того, что происходило вчера, сегодня. В общем, очень интересный будет разговор. Павел Щелин, его YouTube-канал, Telegram-канал, Patreon в описании к этому видео. Кость Бондаренко также, все исходные данные. Переходите, подписывайтесь на гостей. И в качестве, скажем так, вводного, да, вопроса, это опрос, который звучит для вас, для всех, уважаемые зрители, в нашей трансляции. Он звучит так. Кто виноват в срыве Стамбула? Значит, я не привожу дискуссию, срыв это или не срыв, сейчас разберемся, сейчас поговорим. Но вот сегодня прошел Стамбул, кто виноват в срыве самой идеи Стамбула, который как ведет к миру, а не, грубо говоря, в какой-то обменной группе, и что все начинают, в общем, обменивать пленными, там, о каких-то гуманитарных вещах договариваться, и не более. Варианты ответов: Россия, Украина, западные партнеры или никто. Стамбул в принципе имитация. Константин Петрович, начнем с вас. Какой вариант выберете и как думаете, почему сорвался Стамбул? Я не считаю, что Стамбул сорвался. Я не считаю, что это срыв. Я считаю, что это рабочий процесс. В принципе, я понимаю, что многие устали от войны и хотели бы, чтобы вот собрались две делегации, посидели, что-то там между собой, что называется, перетерли, и после этого вышли и сказали, что все, завтра прекращаем войну. Вот мы решили, у нас все решения готовы. На самом деле это очень длительный процесс. И я не считаю, что сейчас можно говорить о срыве или о какой-нибудь победе. Вот, давайте относиться к тому, что происходит в Стамбуле, именно как к процессу. Но если говорить о том, что Стамбул был сорван, например, то он был сорван в апреле 2022 года. Тогда, да, действительно, Стамбул был сорван, тогда были близки к некоему соглашению, и, соответственно, это соглашение было сорвано, поскольку Зеленский пошел на поводу у западных партнеров. Сейчас мы пожинаем только эти плоды. Павел, вы тоже считаете, что Стамбул никто не срывал или он не срывался? Да. Потому что, ну, давайте честно, чтобы обменять пленных или вот эту историю с 6000 тел, которую нам сегодня одна сторона дает в одном русле, то есть это обмен. Мединский говорит, да нет, это наш жест доброй воли, мы просто отдаем, скажем так, тела и предлагаем, чтобы 2-3 дня на определенных участках фронта, там, где идут интенсивные боевые действия, было перемирие, и там собирали тела, ну и, собственно, и вот так это все должно происходить дальше. Для этого не нужно городить целый Стамбул, это раз. А во-вторых, Зеленский такую инициативу называет, идиоты россияне, что предлагают вот такие локальные перемирия для того, чтобы в гуманитарных целях решать какие-то вопросы. Но Стамбул-то не про это, он же для того, чтобы закончить войну, а не как-то ее организовать. Ну, вот последнее утверждение, простите, вы с чего это взяли? То есть вот это утверждение, оно не является... Понимаете, вот вокруг Стамбула, тут вопрос, конечно, к журналистской братьи, глобальной журналистской братьи, было создано огромное такой пузырь, информационный поле, пузырь ожиданий,
На мой взгляд, реальные ожидания от этих переговоров, разумеется, скромные. И в целом-то я солидарен с позицией Константина, что, разумеется, никто, потому что сорвать-то было нечего. Я напомню, что переговоры о перемирии в Корейской войне шли 2 года на фоне активных боевых действий. Переговоры по завершению Вьетнамской войны шли тоже больше 2 лет на фоне активных боевых действий. Поэтому не знаю, кто придумал конкретно то, что вот оно сейчас... Ну, точнее, это, кстати, мы знаем, кто. Один из людей, которых активно способствовал этой идее, это американский президент и его твиттер, да? То есть это вот на самом деле косвенно, в принципе, во многом его заслуга. Но если, скажем так, все, давайте так, ответственные аналитики, которые придают вес собственным словам и отвечают репутацией, никто не ожидал некого фундаментального прорыва по той банальной причине, что минимальные переговорные позиции сторон действительно полностью диаметрально противоположны. Они, в принципе, на данный момент не поддаются согласованию. То, что на этом фоне создается какой-то механизм по гуманитарным вопросам, давайте просто, как здесь с человеческой точки зрения отметим, это дело хорошее. Ну, то есть это, в принципе, уже, на самом деле, большое достижение. Для родственников тех 6 тысяч погибших солдат это огромное достижение, что они смогут похоронить своего близкого. Для тех людей, которые вернутся по обменам, это огромное достижение. И если для этого нужно было устроить вот этот театр с перелетами делегаций, то с человеческой точки зрения оно того стоит. А с геополитической все покажет фронт. И это тут прогноз не меняется. На данный момент стороны к реальным сущностным соглашениям о завершении войны, разумеется, не готовы. И если кто-то этого ожидал, ну это вот, значит, человек лишний раз себе нервы испортил, потеребил, и, ну, можем только призвать, не делайте так. Это еще надолго. Это еще надолго. Константин Петрович, если мы вообще посмотрим форму этого Стамбула, да, то на прошлом первом Стамбуле второго разлива, то есть прошлой встречи, не было никаких противоречий, и все было слово в слово. А здесь мы видим и ситуация с этими 6 тысячами, а с детьми. То есть Мединский просто размазал всю вот эту пиар-акцию, которая лично, да, касается Ермака. Это вернем 20 тысяч детей, которых украла Россия. Он взял список, говорит, так если у вас 20 тысяч, почему здесь 300 с чем-то? Почему вот пошли вот эти шероховатости? Ведь они, кажется, они не о главном, они не о мире, но они принципиально важны вот сейчас, в этот период. Вы понимаете, нынешняя властная команда в Украине очень любит пиар-акции. Очень любит пиар-акции, очень любит громкие цифры, большие цифры, очень любит просто называть какие-то цифры безосновательно. 20 тысяч, но на деле 320 с чем-то, вот 324, если не ошибаюсь. Точно так же, как вчера Малюк заявил про 41 самолет, потом оказалось, что значительно меньше, вот, и так далее, и так далее. То есть на самом деле это определенная плоскость, которая очень понятна тому же господину Ермаку, который привык иметь дело с шоу-бизнесом. Точно так же, как Зеленский и прочее. Там не надо нести ответственность за сказанные слова, не надо нести ответственность за обнародованные цифры. Сказал и все. Ну, сказал и сказал. Кто будет проверять? А во время переговоров вот действительно надо отвечать за каждую цифру, надо отвечать за каждое слово, надо отвечать за каждую дефиницию, в принципе, потому что должны совпадать эти дефиниции с двух сторон. Поэтому и получилась такая ситуация. Что касается разных подходов, я бы тоже не драматизировал бы ситуацию. Стороны заявили о том, что они выражают там определенное удовлетворение. По крайней мере, российская сторона сказала, что она удовлетворена ходом переговоров. Украинская сторона не делала каких-то серьезных там критических замечаний, по крайней мере, я их не слышу. Трамп сказал, что только назвал идиотами. Да, только Зеленский, Зеленский после предыдущих стамбульских договоренностей действовал по принципу «Баба-Яга против». Умеров заявляет, что все прошло нормально, Зеленский говорит совершенно что-то противоположное. Трамп выразил оптимизм определенный, надежду, по крайней мере, на то, что
что переговоры продолжатся. А Эрдоган вообще в восторге, что называется, от этих переговоров. Ну, поэтому, знаете, ничего драматического не произошло. Нет, ну Я смотрите, абсолютно согласен, я абсолютно согласен с Павлом, что те люди, которые действительно понимают политический процесс, как это все происходит, как организовываются выборы, они действительно очень положительно и с пониманием отнеслись к сегодняшним событиям. Ну, я просто добавлю важный момент. Мы все-таки, не забывайте, живем в эпоху постмодерна. Вот одна из больших целей, ради которых вся история затевается, как раз чтобы все сказали, что все довольны. Вот заметьте, довольны все. То есть тут просто опять вашим уважаемым зрителям, которые смотрят, к сожалению, вам придется в своей голове это разделять. То, что говорится, не соответствует вашим ожиданиям совершенно никак. На практике ближайшие, я думаю, минимум полгода вы будете иметь ситуацию, когда каждая из сторон говорит о том, что она довольна большим прогрессом и приветствует дальнейший прогресс на фоне эскалации боевых действий, интенсификации событий. Абсолютно. И в этом нет никакого противоречия. Это просто вот тот самый разрыв между пиар-стороной вопроса и стороной, если угодно, на земле. Мне, как философу, это неприятно. Я, как вы знаете, не сторонник постмодернизма во всех его проявлениях, но это тот мир, в котором мы живем. Просто не берите за чистую, не берите на чистую монету все эти разговоры о том, что все довольны. Довольны будут все. Все будут говорить о том, мы сделали еще один большой шаг на пути к миру. И длиться это может годами. Вот просто вы себя должны морально к этому подготовить. Вот это тяжело психологически современному человеку. Можем только вас пожалеть и вот давать предупреждающую аналитику такого масштаба. Да, сейчас перейдем к предупреждающей аналитике, но Павел и Константин, извините, пожалуйста, но говорите, вы все говорите, все довольны. Да недовольны. Вот, например, выходит Умеров и говорит, мы там, россияне предлагают, и мы не против. А вот в конце месяца еще раз встретимся. 20 число, там, 20-е, 30-е, вот в конце июня. Может быть. Может быть в июле. И может в июле. И ты вот читаешь это все, подождите, так а вы чем собрались заниматься там? Обмены обменивать? Молодых солдат, да. Раненых солдат, каких-то еще там детей, женщин? Почему нет? Нет, подождите. Так надо же, если там ты начинаешь делать переговоры, нужно же иметь какие-то дорожные карты. Вот было представлено 2 дорожных карты сейчас. Российская и украинская. Собственно, они несочетаемы. Ну и все, да. Вот именно. Они абсолютно несочетаемы, но дело в том, что вчера была представлена Украиной одна дорожная карта, вот на сегодняшний день она была представлена в укороченном виде. Вот, по моим данным, был определенный момент, когда было оказано давление со стороны Запада, вот, чтобы снять наиболее контроверсионные моменты. Так что и это все было сделано. Причем давление осуществлялось сегодня, именно по этой причине сегодня задержалось начало переговорного процесса. Запад будет, наверное, активно принимать участие, незримо, на каком-то этапе, наверное, тоже и зримо, но тоже будет влиять на ситуацию. Поэтому я несколько раз уже говорил, что существует несколько плоскостей переговорного процесса. Существует не только переговорный процесс между Украиной и Россией, украинско-российская делегация, они могут встречаться, имитировать процесс, еще что-либо, но будет процесс переговоров между Соединенными Штатами и Россией, между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, между Соединенными Штатами и Украиной, европейскими союзниками и Украиной и так далее. И все это мы будем наблюдать постоянно. А то, что будет в Стамбуле, это будет только определенная видимая сторона вот этого большого-большого айсберга. Есть хорошее слово «протокол». Вот в классической дипломатии есть хорошее слово «протокол». Вот протокол – это примерно то, чему Стамбул и посвящен. На данный момент переговоры в Стамбуле не носят сущностный характер, они носят характер прежде всего протокольный. Все остальные переговоры идут в закрытом режиме, и надо понимать, несмотря на это, важно не то, что они идут в закрытом режиме, важно то, что все равно реальный прогресс в переговорах будет только по мере исчерпания сторонами военных надежд. Это, я повторюсь, мне кажется, является сущностным принципиальным критерием. Или по-простому, когда обе стороны навоюются.
Вот если вот по-простому, уважаемым зрителям. Пока у каждой из сторон есть ожидание, что дальнейшее продолжение боевых действий укрепляет их переговорную позицию, ни о каком сущностном прорыве мы говорить не можем. Это не означает, что невозможны протокольные действия, что невозможны действия гуманитарного характера, которые, повторюсь, важны в войне. Опять-таки, я бы не стал просто так сбрасывать их со счетов. И важная дополнительная прикладная вещь, все равно создание хоть никакой переговорной инфраструктуры позволяет в перспективе, ну, немножко процесс сглаживать. То есть немножко вот, особенно в таких вопросах, которые чувствительны на человеческом уровне, но менее чувствительны на уровне политическом. Павел, Это вот такой процесс. Павел, вчерашняя атака, ну давайте я военную атаку возьму, да, диверсионную, по аэродромам, по самолетам. Ну, это переход к бандеровщине, да. То есть от стадии петлюровщины, вот теряя возможности организованного государственного сопротивления, то есть это петлюровщина, Украина по традиции переходит к бандеровщине. То есть это диверсионно-подрывная работа. Да, она будет ловить... Ну, то есть, понятно, не только Украина, очевидно, что это обкатываются западными спецслужбами, скажем так, разные новые технологии. Вопрос, насколько это повторяемо. Понятно, опять пиар-составляющая, о том, что говорил Константин, как это 40... Вообще эта вся пиар-составляющая происходит, как, знаете, в том анекдоте, то, что не выиграл, а проиграл, и не 1 100 000 рублей, и не в казино, а в лотерее. Ну, не в лотерею, а в казино. Это вот примерно по этой истории. Важно, что понимать. Разумеется, это был эскалационный шаг, и, ну, так мы делаем прогноз, что лето будет предельно эскалационным. Просто вот, поэтому я подчеркиваю, будет одновременная эскалация и переговорные вот эти все движения. Вот они будут происходить одновременно. Это вот одно другому никак не противоречит. Здесь просто опять нужно понять уважаемым слушателям, что мы вступили в очень интересную эпоху постмодернистскую. Смотрите, когда в принципе даже видеодокументы не являются доказательством. Я не знаю, видели вы, не видели, сейчас при помощи технологии искусственного интеллекта можно генерировать в принципе какое угодно изображение. Можно было нарисовать там 100 горящих самолетов, и, в принципе, современное видео сделает это довольно правдоподобно. Поэтому, опять-таки, прикладной совет уважаемой аудитории: возврат к институту репутации, к институту доверия. Вы, к сожалению, никто, кроме вас, фильтровать ваше медиапотребление не будет, и поэтому на вас, прежде всего, лежит ответственность, каких экспертов и какие каналы вы потребляете. В противном случае ваши вот эти эмоциональные качели в обе стороны раскачивать сейчас нет никаких технических сложностей. На практике же этот эскалационный шаг, скорее всего, приведет, ну, к ответному действию Российской Федерации, возможно, к дополнительной жесткости в других там раундах переговоров вполне. Это вполне может быть. То есть, ну, допустим, есть же какие-то части, которые не показаны, те же самом меморандуме, ну, условно, там, ужесточит требования по количеству армии Украины или технологий Украины. Вполне возможно, вот это на перспективу такого рода вещи. Но это все технические детали, повторюсь, до момента катарсисационного или момента реального тупика. Потому что пока, конечно, никакого тупика нет. Константин Петрович, зачем признали вот так в открытую конкретно Малюк, конкретно Зеленский как главный начальник операции? Достаточно, ну, понимаете, тут кто-то говорит креативную, кто-то говорит действительно там серьезную, там такую яркую диверсионную операцию с этими аэродромами. А кто-то более трезвый говорит, что, ну, фактически это подстава Трампу. Ну, вот прямо. Это конкретно подставить Трампа. То есть, кто заинтересован, чтобы подставить Трампа? Мы понимаем, кто. Глобалисты, противники Трампа. И они вот, собственно, это вот такой очень яркий салют со стороны их прежде всего. Но всю ответственность берут персонально на себя Зеленский и Малюк. Зачем? Да. Прежде чем ответить, я бы просто хотел бы в продолжение того, что сказал Павел. Мне очень нравится это определение, там, переход от петлюровщины к бандеровщине. Но я бы сказал бы, что в данной ситуации это комбинирование, еще не переход. Потому что петлюровщина, как определенно организованная борьба регулярной армии под руководством определенных государственных институтов, пусть слабых, пусть не совсем организованных,
мобилизованных и так далее. Это переход к бандеровщине, это фактически переход исключительно к диверсионной или же партизанской борьбе. Пока что это комбинация двух моментов. Нет иммиграционного центра, есть все-таки правительство и власть в Киеве, есть регулярная армия, поэтому в данной ситуации я бы сказал, что это комбинированные моменты. Мне очень нравятся на самом деле данные исторические параллели и определения. Что касается того, почему взял на себя Малюк, почему Зеленский признал, давайте говорить откровенно. Подобного рода акции невозможны без сопровождения со стороны спутниковой связи. То есть должна была быть как минимум еще одна сторона организаторов. Вот, у Украины спутниковых возможностей нет для этого. Такие подобного рода акции могли планировать в том числе западные спецслужбы. Кто пока остается вопрос открытым для дискуссии и для гипотез. Вместо анекдота про наглую рыжую морду можете... Да, именно. Да. Вот. Второй момент – это то, что Зеленскому необходимо было показать, то, на чем он сегодня акцентировал внимание, что Украина способна сейчас демонстрировать тактические шаги, тактические действия, которые могут привести к победе. И сегодня вот именно в Вильнюсе, на вот этом саммите Бухарестской инициативы, он на этом акцентировал внимание. Вот видите ли, вот мы показываем, что есть еще порох в пороховницах, и поэтому нам необходимо помогать, необходимо давать деньги, необходимо всячески на нас обращать внимание. Это второй момент. Третий момент – это аппаратная борьба внутри Украины. Почему Малюк? Вообще-то всегда это была сфера деятельности Главного управления разведки. Но в данной ситуации на протяжении последних месяцев идет острая борьба между Будановым и Ермаком. Малюк – союзник или вассал Ермака, и, соответственно, в данной ситуации необходимо показать, что он более результативный, чем Буданов, со всем ГУРом вместе и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому было поручено это дело именно Малюку и его ведомству. Хотя казалось бы, что это вне сферы их компетенции, не сферы компетенции Службы безопасности Украины. Таким образом, это тоже еще и аппаратная игра, и необходимо было продемонстрировать, насколько эффективный Василий Васильевич Малюк, в отличие от Кирилла Алексеевича Буданова. Вот. Так что я думаю, что совокупность всех этих моментов, она как раз и определяла, почему так быстро начали выставлять Малюка как главного стратега и тактика, потом, соответственно, почему Украина взяла на себя эту ответственность. Все это совокупность именно этих факторов. Вы Я просто знаете, добавлю принципиальный... Сейчас, извините, тоже Да. добавлю момент. Ну, первый, вот перевод про Бандеровщину, Петрушину. Да. Авторство ради мысли не до конца моя, эта мысль принадлежит Семену Уралову. Он так классифицировал 3 стадии: Мазепинщина, Петлюровщина и Бандеровщина, просто как бы авторство ради. А самый важный момент все-таки, почему, мне кажется, это произошло так быстро, как ни крути, все-таки это атака на часть ядерной триады, и реакция Кремля до конца непонятна до сих пор. Здесь нужно принципиально понимать, что эта реакция будет, просто опять Кремль не действует в логике постмодерна пиара, по крайней мере минимально, поэтому не факт, что она будет немедленная, что она может быть там через неделю, через 3 дня, через 5 дней, когда решат. Вообще может быть сегодня в час асимметричная. ночи уже объявили подготовка комбинированного ракетно-шахедного удара. Ну, знаете, вот это все инсайды из телеграммов, давайте вот, я вот, когда вот произойдет, мы не пропустим, до тех пор я инсайдам из этих телеграм-каналов не особо верю. Но риск какой-то большой эскалационного, скажем так, события остается, и, разумеется, давайте прямо говорить, нужно, чтобы, если это произойдет, огреб молоток, а не рука, которая этот молоток держит. И поэтому, я думаю, это просто было прямое условие от кураторов, чтобы ответственность сразу взята была Украиной, чтобы, если что, отвечала за все исключительно Украина. То есть это был принципиальный часть того пакетного обеспечения этой атаки. То есть я думаю, здесь как бы самое простое логическое, скажем так, объяснение работает, не отменяя всего того, что сказал уважаемый Погодите, рука и молоток, это же очень интересно, да? А с точки зрения, если мы возьмем молоток, у него есть головешка, да, а есть рукоять. И вы же понимаете, что если берет на себя, например, Зеленский, ну вот конкретно, да, говорит, это я руководитель. То все равно по нему бить не будут. Почему? Ну, потому что он выгоден России, давайте прямо скажем.
Чем? помимо прочего. Своей некомпетентностью. Ну что тут прямо как? Да. Подождите, но он же Да. такую Но классную это не я сказал, спецоперацию... это Путин говорил. Это Путин говорил. Ну это прям... Такую же ну, классную спецоперацию он провел. Ну, да. Не, у Путина чудесно понимают, кто провел спецоперацию, кто организовал спецоперацию, абсолютно. Понятное дело, что существует некая информация, которая для общего потребления, которая идет в средства массовой информации, а есть информация, которая ложится в основу там, аналитических материалов, справок, донесений и так далее, и так далее. И, соответственно, понятное дело, что сильные мира сегодня пользуются той информацией, которую распространяют информационные агентства или же те или иные центры, информационные центры. Вот. Что касается данной ситуации, абсолютно согласен с Павлом. Есть даже, я когда-то даже цитировал этот анекдот, причем этот анекдот был еще при Байдене, а не при Трампе, когда кто-то из помощников Зеленского говорит, есть две новости, одна плохая, другая хорошая. Говорит, ну какая, говорит, хорошая новость? Тот говорит, Путин пообещал вас не убивать. Говорит, а плохая, а Байден не обещал. Вот, поэтому в данной ситуации как раз есть определенный момент, когда, да, действительно, Россия смотрит на Зеленского, есть определенные договоренности, негласные договоренности не трогать первых лиц, они выдерживаются, эти договоренности, Зеленского до поры до времени ничего не грозит, и поэтому у нас бьют куда угодно, только не по тем или иным центрам, как говорится, принятия решений. Более того, вы наблюдали ситуацию, Зеленский приезжает на фронт. Зеленский приезжает, например, в Херсон, вручает награды, уезжает, через 40 минут начинаются обстрелы. Зеленский уже уехал за это время. Вот, и так далее, и так далее. То есть, понятное дело, что когда приезжают там первые лица государства Украину, когда приезжал Байден, например, или когда приезжал Стармер, или когда приезжал Макрон, ну, вот, понятное Вот дело, буквально что в мае уведомляется. поезд с 4 товарищами. Да, или поезд с 4 товарищами. Вот, то есть, понятное дело, что Россия же точно знала, что они приедут. Точно было уведомлено. Понятное дело, что там мешало там, ударить в это время. Да нет, есть определенные договоренности, и эти договоренности выдерживаются. Один раз только показательно, когда приезжал премьер-министр Греции в Одессу, единственный раз в 150, говорят, метрах, но я немножко знаю Одессу, значительно дальше, прилетела ракета, вот, тоже так показательно, чтобы... Напомнить. Да, фактически напугать и подтолкнуть к определенным действиям. Что касается, кстати, очень интересный момент, еще раз вернусь к бандеровщине, но дело в том, что после 1944 года, особенно на фоне раскола, который был внутри Организации украинских националистов на бандеровцев и двикарей, это уже послевоенный раскол, второй раскол ОУН так называемый, там действительно одна часть попала под влияние американских спецслужб. Вот именно, скажем так, полевые командиры УПА в основном находились под влиянием американских спецслужб, а вот Бандера и его окружение под влиянием британских спецслужб. И они очень активно вели радиоигры, там, операции и прочее там, относительно советской власти использовали. Поэтому параллели тоже абсолютно уместны. Ну вот просто интересно. Давайте так. Вот сейчас приходят новости. Это ведь тоже поразительно. Значит, россияне нашли и представляют доказательства. Подрыв моста в Брянской области, который унес жизни 7 людей, в том числе там дети, там 64 по состоянию на пару часов назад людей до сих пор находятся в больницах. Травма есть тяжелая. Это гражданский, пассажирский, обычный пассажирский поезд. И 2 других это вот были атаки на грузовые поезда. Там тоже есть пострадавшие, но это как бы машинисты. А тут именно конкретно люди, которые ехали в вагонах. И, получается, свалился мост на них. Нашли, сообщили после переговоров в Стамбуле, хотя я уверен, что знали до, о том, что американская взрывчатка использовалась, С-4. По информации, одна из не сработавших на железной дороге бомб позволила установить, что диверсанты именно такую пластичную взрывчатку использовали. Взрывотехники выяснили, что
состояла примерно из 10 килограммов такого вещества. То есть уже дают подробности. Этих доказательств ждали как бы до переговоров. Рубио с Лавровым поговорил. То есть конкретно сейчас вот я хочу как бы вот такой итог подвести, да, и потом пойти немножко дальше, чуть-чуть другие параллельные, но важные темы. Какая стратегия у России, у Украины и у США? Павел, что думаете по поводу этого? Вопрос на миллион. Ну, про российскую стратегию мне понять не больше всего, потому что российская стратегия очень проста. Вот наши требования, эти требования не меняются в нынешнем виде. Они сущностно вообще не меняются последние 4 года, а в нынешнем виде они не меняются год. С момента выступления Путина на сессии дипломатической в июне 2024 года. Нам все равно мы достигнем их военным путем или дипломатическим путем. Если до тех пор, пока военные и все усилия, и военные, и дипломатические, направлены на достижение этих целей. То есть у России в этом плане самая последовательная, если угодно, позиция. Насколько я понимаю, украинская стратегия выглядит иначе. Украинская стратегия выглядит так, что на нас со всех сторон напирают с требованием вести переговоры. То есть предыдущая стратегия плана перемоги, она как-то не зашла. Все, кураторы сменились, на это деньги больше не дают. Поэтому теперь надо имитировать мирный процесс ради подготовки интенсификации конфликта. Конечная цель украинской власти, мне кажется, не изменилась. Это нормальная Третья мировая война с вовлечением Европы в прямой конфликт на территорию, ну, стран, в идеале и Америки, и Европейского Союза, но хотя бы уж европейских стран на территорию Украины с Россией. Потому Ну что в там же не одиночку дураки, Украина победить... подождите. Слушайте, слушайте, как это, как другого плана нет, поэтому действуем по старой схеме. А это вот если хоть какую-то искать стратегию, а так, ну вот как-то месяц протянули, потом еще как-нибудь месяц протянем и так далее и тому подобное. То есть я вот на тактическом уровне это выглядит примерно имитация бурной деятельности, а там либо Трамп умрет, либо Трамп выборы проиграет, либо еще что-то. Ну, в общем, тянем время. То есть это вот, как я понимаю, украинское. Кто у меня под большим вопросом до сих пор остается, это, честно, американцы. Потому что до сих пор я, честно говоря, единую американскую стратегию не увидел. Там каждый член администрации ведет, по-моему, свою сейчас внешнюю политику, что, конечно, очень сильно усложняет переговоры. То есть, как я понимаю, при этом базовое мироощущение все-таки американской стратегии примерно следующее. Не понести дополнительных убытков, в идеале выйти в прибыль из в целом проигранной спецоперации. То есть Америка признает, что эту прокси-войну они в принципе проиграли, но убытки за это нести не хотят. И вот они пытаются всеми силами минимизировать свои убытки, а в идеале вообще выйти в прибыль. Но взгляды на то, как это сделать, очень разные. Часть условный Витков, как я понимаю, понимает, что чтобы минимизировать, надо полностью выйти из этого актива и заключить новые соглашения с Россией. То есть это вот одна версия стратегии. Там у условного Грэма, Рубио, Келлога предложения нет. Давайте просто будем пытаться давить на Россию как на слабую ради заморозки, а остатки возьмем ресурсами. Но вот эти стратегии борются между собой в зависимости от того, кто первый достучится до утреннего Трампа, как я понимаю, вот что-то примерно в таком духе. А Трамп хочет Нобелевскую премию, его в целом все детали не интересуют. То есть примерно так. Константин Петрович, что скажете вы? Украина, Россия, США. Я полностью согласен относительно того, что сказано по поводу России. Украина действительно не хочет, я имею в виду Украину, это украинское руководство, не украинских граждан, действительно не хотела бы сейчас заканчивать войну, потому что окончание войны – это большая головная боль для Зеленского и его команды. Это фактически признание поражения, и это столкновение с... И реальная угроза личной жизни. Все-таки вот это я добавлю. Именно, что... и столкновение с это... угрозами для себя лично и для своей власти. Вот, поэтому Украина хотела бы, чтобы война была перманентной, правда, с минимумом обстрелов, но при этом с сохранением военного положения и так далее. То есть приблизительно выйти на тот уровень войны, ту интенсивность войны, которая наблюдалась примерно вот с 2014 по 2022 год. Вот, чтобы вот время от времени постреливали, была возможность говорить о том, что нам необходимо продолжать. Была возможность осваивать бюджет, требовать международную поддержку, перевооружать Конечно. армию. Да, вот примерно да. Есть своя также и есть свои интересы и своя игра у Западной Европы, которая тоже
тоже является игроком, и которая пытается поддерживать Украину в этом напряжении, что войну нельзя заканчивать, война должна продолжаться. Это коллективная позиция такого коллективного Стармера, Макрона, Мерца, там, скажем, которые считают, что если закончится война, то это сразу же обернется большими проблемами для самого Европейского Союза, вплоть до того, что Европа будет втянута в эту такую воронку или черную дыру под названием Украина. Вот. И есть Соединенные Штаты, в которых я согласен с Павлом, что там большое количество игроков, которые, кто первый добежит до Трампа утром, тот и молодец. Вот. Что касается этих групп, их как минимум 3. Условно, группа Рубио, группа Венса и группа семьи. И, соответственно, эти группы между собой какие-то альянсы там создают, в конфронтацию входят. То есть идет какая-то игра. Трамп потом озвучивает абсолютно разные вещи. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Ну и все надеются потом, что вот Трамп потом встретится где-то, когда-то где-то встретится с Путиным, и они все порешают. А пока что будем вот шатко-валко подталкивать к этому и Россию, и Украину, потому что давайте дружите, давайте вот найдите способ дружить. Миритесь. Да, миритесь, да. Я так когда-то в детстве, будучи совсем маленьким, пытался кота с собакой подружить, до сих пор шрам. Как это? Мирись, 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 да, и больше не дерись. А если будешь Ну драться, я да, буду но это на кусаться. самом деле, конечно, очень такая тоже, давайте прямо заметим, это дурацкая тоже, очень постмодернистская история, потому что США, разумеется, не являются никаким посредником в конфликте, они являются прямой стороной конфликта, но ведут себя как бы как посредник, но продолжают оставаться стороной, и все типа делают вид, что оно так и есть. Но опять это постмодерн, это вот танец Да, постмодерна. Да, и я только добавлю, что взрывчатка, которую сегодня предъявили Соединенным Штатам, вот, она является определенным посылом. Вчера Рубио там высказывал соболезнования, вот, а вот же ж ваша взрывчатка. Поэтому мы понимаем, что это не вы закладывали, но прекратите Украине поставлять оружие. Вот. Это вот повод для того, чтобы сказать Соединенным Штатам, что вот ваше оружие работает против мирных жителей вот, и так далее. Тем более, что это абсолютно благодатная почва в идеологическом плане, потому как Трамп постоянно пытается сказать, что я не Байден, это все была война Байдена, я поставлю в этой войне Здесь точку. есть тонкий момент. Простите, я договорю, очень Да. важный тонкий момент. Это, кстати, важный момент, потому что как бы от планов Трампа за 24 часа мы прошли, 72 часа, 100, вот мы уже уходим на 150 примерно день. И тут есть несколько важных внутриамериканских моментов. Первое, уже вот эту бесконечную помощь от Байдена растягивать не получается. Ему нужно идти к Конгрессу новые, просить пакеты Украине. Он этого не хочет. И, как я понимаю, одна из больших задач российской дипломатии уже напрямую заставить господина Трампа определиться. Дорогой Дональд, ты уж определись. Ты входишь или ты выходишь? Ты вот как бы за мир или ты продолжаешь спонсировать Украину? Ты там определись уже наконец-то, и мы уже будем действовать по обстановке. Пока он не определился, мы продолжаем дарить тебе картины, рассказывать какой-то замечательный, вот вообще несложно, это византийская история. Слова много, вот такого рода слова много не стоят. Это нам не жалко, это мы можем сколько угодно. Но заметьте, важный рэперный-то маркер, реальная встреча Путина с Трампом все время откладывается. И теперь уже говорят, может быть, вообще не в этом году. Так, А это вот подождите. единственный так важный Погодите, маркер. погодите. Еще одним месседжем сегодняшнего Стамбула и новостью, за которую можно политическому журналисту ухватиться, что я, собственно, прямо сейчас и буду делать, это возможная встреча Трампа, Зеленского и Путина. Эрдоган Это сказал говорит, Эрдоган, который хочет набить себе цену как переговорной площадки. Реальных предпосылок для этой встречи ноль. Чистые слова в эфир. ну так и Ну, может быть, Зеленский не Константин против. против. Не-не, И я Трамп, абсолютно но- согласен. И Трамп Абсолютно только что согласен, сказал, потому что он не Трамп не против. очень... Ну, Это в духе Эрдогана, на самом деле. Завысить планку, специально завысить планку ожиданий. Да, это неоднократно, это его излюбленный прием. Павел, там вы считаете, что это невозможно? Путин абсолютно невозможно. Слушайте, Путин с Трампом-то не встречается пока. То есть, поймите, Путин опять дипломат очень старой школы. Да, он вообще, вот он человек не из мира постмодерна. Если он куда-то прилетит договариваться, он прилетит подписывать документ, который будет согласован переговорной позицией, возможно, с одной малюсенькой деталькой, которую вот они лично там договорятся. Он не будет просто так приезжать под камеры, чтобы ему устраивали шоу в стиле овального офиса. Просто не будет. Ну, это не он.
А для И Зеленского как давить... раз необходимо устроить шоу в стиле овального кабинета, да. Так что в данной ситуации Путин чудесно понимает, что прилететь для того, чтобы там выслушать вот эти выпады, вот, и Трамп начнет их мирить и говорить, давайте без мордобоя только, пожалуйста, и так далее. Вот это все как раз как бы необходимо Зеленскому. Зеленский работает на картинку. Ему необходимо создать определенную картинку именно в стиле шоу-программ. Кому нужна эта картинка? Зеленскому. Спонсорам. Ну, Зеленскому лично и спонсору. Подождите, спонсорам, народу, который оболванен. Я хотел бы, знаете, вот сейчас вот, чтобы все задумались и ваше мнение услышать, уважаемый Константин и Павел, потому что я считаю, это принципиально важный момент. Когда сейчас пошли вот эти истории, да, там, с детьми, там, которых 300 с чем-то, а не 20 тысяч. 20 тысяч. Понимаете? Когда пошли вот эти конкретные цифры о том, что 6 тысяч тел, их уже там перемножили на 15 миллионов, получили такую сумму, потому что тут уже это не скроешь. Тут можно только не заплатить, если, ну давайте, это цинично, если не опознать. Ну то есть, если не опознать, тогда ты, ну судя по всему, это тоже как бы не вариант. И Зеленский в этот же момент, простите, пожалуйста, сегодня говорит, что он считает какими-то идиотами россиян, которые предлагают на 2-3 дня на самых активных участках фронта делать паузу, чтобы собирать трупы. Это нормальная практика со времен всех войн. Первая мировая война, Вторая мировая война. Это все спокойно. Там повоевали, выделили время, с белыми флагами собрали своих, отправили. Ну, то есть одна сторона, вторая сторона. Пошли дальше воевать. Он говорит, идиоты. Экономит, получается. Или, ну, понимаете, народ оболванен тем... Нет, но это логика КВН. Тут опять у вас есть идеальный собеседник, который книгу написал на эту тему. Это вот логика шоу-бизнеса и логика КВН. То есть вы пытаетесь эту логику анализировать с точки зрения некого там даже государственника. Она не анализируется таким образом. Она анализируется с точки зрения пиар-картинки. Ну вот человек так живет. Ну, это философски, я бы сейчас сказал, его сущность уже на данном этапе. Вот, ну, вот. Вы понимаете, кстати, Зеленский, я об этом тоже уже неоднократно говорил, он был слаб в ходе вот этих именно КВНовских игр. Он был слаб в конкурсах капитана. Вот. Ни один конкурс капитана, их команда не была выразительной, скажем так. То есть, и второй момент, он всегда был слаб в плане импровизации. Вот. Поэтому в данной ситуации ему пришлось импровизировать. Это не его конек. Вот. Да, то, что напишет ему Дмитрий Литвин, он близко к тексту или же под суфлер, он очень хорошо и там с трагизмом в голосе там, может все это передать. Вот. Это его профессиональный конек. Но импровизация никогда не была его коньком. Я все-таки об оболванивании, знаете, завершить, чтобы эту тему, потому что есть у любой войны определенный болевой порог. Он измеряется, это научная выведенная история, он измеряется в 2% примерно. Там есть цифры, гуляют 1,8%, есть 2% от всего населения народа. Ну, то есть 2% примерно, чтобы ориентироваться. Когда это количество погибает на войне, причем тут не важно, гражданские, военные, просто это количество, народ начинает испытывать большой, ну, скажем так, стресс, и, короче, войну надо заканчивать. Нет, бывают случаи, до 2% вы еще не дошли, и близко. Ну, не то, что, может быть, тут вот у нас нет точных данных, но до 2% Украина не подошла еще. То есть, если смотреть, тут, конечно, всегда откуда отсчитывать, но давайте так, если брать по минимальной планке от 25 миллионов 2%, это будет 500 тысяч погибших. Если брать там от довоенного населения в 37, то это нужно еще, то это вообще будет 700 тысяч. Потери, конечно, измеряются сотнями тысяч, но они 500 000, я не видел ни одного, знаете, такого независимого аналитика, который бы, убедительно, вот 500 000 это не там. Возможно, там, я видел оценки 200-300 тысяч, но не 500 000. Но я вам могу возразить только последним сообщением Красного Креста, Павел, который 424 тысячи или 423 ищут. Обращений.
У Да. вас может быть обращение по одному имени, у вас может быть 2-3 обращения. Это как раз даст вам примерную реальную цифру в 200-300 тысяч. Ну, если ваш вопрос, насколько украинское общество в этом плане по этой метрике близко к катарсису, ну, возможно, вот если через полгода активных боевых действий к этой точке оно и приблизится. Но пока, насколько я понимаю, еще нет. Но из того, то, что я видел, скажем так, у людей, которые отвечают за свои слова. Так-то понятно, что все стороны друг другу уже по 10 раз истребили, и там уже все везде счета идут на миллионы, но если мы реально смотрим на масштаб потерь, то, насколько я понимаю, еще не там. То есть... Согласен полностью. Кстати, буквально недавно я общался с одним американским экспертом, который обратил внимание на один момент, сказал, что нынешняя война, она примечательна еще и тем, что чрезвычайно низкий с точки зрения военных, скажем так, военных реалий процент погибшего гражданского населения. Процент погибшего гражданского населения. То есть во многих войнах процент гражданского населения превышает... Я вам просто больше скажу, не во многих, а во всех войнах последних 100 лет. Это вообще Да, первая просто... война за последние, скажем, это первая война за последние как минимум 100 лет, если, ну вот, если вообще не считать раньше, но как минимум 100 лет, на полном серьезе. Именно. То есть это действительно уникальная война. Действительно процент погибшего мирного населения ниже, значительно ниже, вот, чем процент военных. Ну, в десятки раз, на самом деле. Десятки раз. Да, приведу пример. Вторая мировая война. Приблизительно около 10-11 миллионов погибших военных с советской стороны. Вот, и при этом почти 15-16 миллионов погибших гражданского населения. Точно так же можно посмотреть война во Вьетнаме, война в Ираке, война в Югославии и прочие войны. Вот всюду процент гражданского населения, гражданские страдают больше, чем военные. Эта война абсолютно отличается. Вы знаете... Ну, на ваш вопрос, Александр, то есть еще порог не перейден. Мы эмпирически это видим, что порог не перейден. Можно спорить, насколько близко к этому порогу, но он не перейден, хотя подобные действия, здесь нужно дать должное, почему российская сторона так, мне кажется, сделала акцент именно на 6 тысячах телах. Ну, действительно, эта цифра звучит значительно, и она бьет по важному такому мифу внутри украинского общества, что потерь нет, и мы как бы побеждаем без потерь, то есть условно. Зеленский в конце этого дня. Мы в прямом эфире, друзья, будем скоро переходить к вашим вопросам. Всем большое спасибо, что ставите лайки. Нас 35 тысяч плюс онлайн. И это при всех, санкциях. Ну, Константин Петрович в курсе, да? При всех вот этих... В курсе. Как раз у меня вчера был юбилей, месяц под санкциями. Да, я, если честно, не считаю. Это при всех вот этих делах. То есть вы все равно... Смотрите и, пожалуйста, ставьте лайки и пишите в комментарии, подписывайтесь на гостей, на Павла, на Константина. Все ссылки в описании, интересуйтесь, пожалуйста. Я вот все-таки хотел бы видение следующее с вами обсудить. Была когда-то такая мода, причем это где-то было 1,5 года назад и год назад, ну примерно. Значит, что эта война может закончиться внезапно. Я понимаю, что мы здесь, среди той аудитории, которая не принадлежит к гадалкам Таро, к каким-то, не знаю, вот этим эзотерическим культам, но вот все равно, уважаемые эксперты, да, уважаемый Павел, уважаемый Константин, не покидает это ощущение рукотворности, предательского тумана, который напустили в головы людям, который может рассеяться по щелчку, как вот история с пандемией. То есть по щелчку. Все ждут осенью, ну как все, те, кто в этих кругах экономических, какого-то большого финансового кризиса. Лопнет пузырь, все обвалится, обрушится, и всем вообще будет не до войны, потому что все будут собирать свою мелочь, или свои олигархи со своими миллиардами могут буханку хлеба пойти купить, или что-то произойдет катастрофическое в экономике. Некоторые говорят, что вообще там что-то будет происходить с климатом. Вулкан Этна сегодня, да, как бы показал нам нечто.
То есть определенное событие, которое переключит от этой войны и ее закончит сразу, как вот словно пандемию по миру. А, Черный лебедь ли или что-то другое? Есть ли вариант внезапного, резкого, быстрого, пока никто не опомнился, при остановке и вот окончания войны? Константин Петрович. Катализатор может быть, но так, чтобы резко и сказать, что вот сейчас по щелчку вот переключились на другую какую-то программу, а здесь давайте быстренько помиримся и просто каждый останется при своих интересах, такого точно быть не может. Вот. Катализаторы могут появиться определенные, но давайте так говорить. Что касается финансового кризиса. Финансовый кризис ожидался у нас еще до войны. Вот, финансовым кризисом у нас пугают, начиная с 2008 года, когда был предыдущий финансовый кризис. Сразу же начали пугать, что не за горами следующий финансовый кризис. Вот, причем мировые светила, экономисты говорили, что вот сейчас, вот в следующем году точно. Вот все показатели говорят, что в следующем году. Перед войной начали говорить, да вот же он, вот зримо кризис, там Соединенные Штаты и Китай, два больших пузыря, которые вот лопнут. Потом во время войны каждый год говорили о том, что война скоро закончится, потому что будет финансовый кризис. Вот это ожидание финансового кризиса, это как у Сэмюэля Беккета, вот это в ожидании Годо. Вот. Так что в данной ситуации тоже все сидят и ждут, когда же будет этот кризис. Он сегодня приходит и не приходит. Вот. Что касается вулкана Этна, я такой старый, что помню еще такое слово, как Эйяфлатля-Якутль. Вот, вулкан, который в Исландии, из-за которого там были отменены рейсы, и говорили, что это вот вообще скоро все рухнет, потому что самолеты не смогут летать. Там, это была огромная беда, катастрофа, но мир-то выжил в данной ситуации. И ни одна война в мире, которая в то время велись, не остановилась из-за того, что где-то в Исландии так произошел выброс пепла. Поэтому какие-то катаклизмы могут проявляться, но станут ли они катализаторами каких-то положительных изменений, тут я не берусь говорить. Ну, в целом поддерживаю логику аргумента о катализаторе, потому что, ну, на эту войну влияет, разумеется, много факторов, но, конечно, фундаментально эта война не закончится до тех пор, пока не будут устранены причины эту войну породившие. И это надо принципиально понимать. Устранение причин, породивших эту войну, является де-факто капитуляцией либо одного, либо другого идеологического проекта. То есть, поэтому пока, то есть разные внешние события могут ускорить этот процесс. Ну, условно, если какая-нибудь, как мечтает украинское руководство, Россия там сойдет с ума, государственные перевороты, там, в общем, чудо какое-то, то они ждут капитуляцию России. Если в результате финансового кризиса, который тоже, он, понимаете, он именно по экономической теории должен произойти, просто когда именно никто не знает, поэтому тоже ни экономист не берусь. Ну, допустим, он действительно произойдет, он может резко ослабить возможности по спонсированию украинской армии западными партнерами, и это ускорит военное поражение украинской армии, что может привести к ускорению военного поражения в целом вот этих, скажем так, остатков украинского государства. И это тоже устранение причин войны. Но фундаментально просто зачем нужно следить? Следить нужно не за событиями как таковыми, а за тем, насколько стороны в процессе, насколько процессы в целом близки к устранению причины. А причина это принципиальная антироссия, проект антироссия, Украина как антироссия, или просто проект Украины антироссии, не может существовать на границах с Россией. Так а что Либо может, одно Павел? исчезнет, либо другое. А что Но может? мы это с вами уже обсуждали. Как минимум не антироссия, вот что мы с вами говорили. Союзное государство может, государство в теории с очень жестким нейтралитетом, как сейчас, собственно, в проекте того, что меморандума, который написала Россия, там жесточайшее, опять повторение стамбульских принципов, жесточайший нейтралитет, в теории может. Чего как бы не понимает, ну, видишь, не понимает, чего как бы российская делегация делает вид, что не понимает, что государство Украина таким нейтральным быть не может, потому что это противоречит идее украинства, заложенной в нее, ну, с момента его основания. То есть именно, я говорю именно как украинство, как идеология, сформулированная там последовательно
начиная с середины 19 века, позднее развитая в 20 веке националистами, и позднее, ну, нравится или не нравится, легшая в основу всего вот этого проекта украинской государственности. Украинская государственность на этом стоит. То есть для того, чтобы это украинское государство стало нейтральным, ей нужно, по сути, ну, переродиться полностью, отказаться от всего того, на чем стояла ее идентичность, ну, простите, на чем воспитаны несколько поколений, это очень важный момент. И главное то, что находится именно в сакральном ядре этой государственности. Потому что, ну, представьте, если Украина отказывается от вот этой антироссийскости, и вообще, если там отказывается от название Украина в названии государства, то тогда неизбежно возникает вопрос на огромной территории украинских областей, а, собственно, во-первых, ради чего все это было? Это самый страшный вопрос, который тогда просто встанет, на который никто не хочет нести ответственность. Ну и в целом тогда просто то, что как здесь надо просто... Здесь я верю украинским националистам, здесь они, на мой взгляд, оценивают ситуацию очень верно. Они прямо говорят, ну тогда просто гравитационный вектор русской культуры перетянет огромную территорию на ту сторону, и ничего мы с этим сделать не сможем. То есть это вот та проблема для украинского государства. То есть, к сожалению, это очень трагический выбор, из него хорошего вот такого приятного выхода по щелчку пальца просто нет. И это вот принципиальный момент. Константин Петрович, Только устранение причин. Давайте, простите, договорю, без устранения причин могут быть перемирия. И я всегда напоминаю, что в истории войн бывала ситуация, что перемирие по определенным обстоятельствам стороны могут заключить перемирие на год, на 2, на 3, иногда на 15 лет в истории заключались, иногда на 25. Но потом война продолжается. То есть если ваш вопрос именно об устранении причин войны, то только вот с устранением причин. Все остальное — это тактические шаги, которые под разными внешними катализаторами, обстоятельствами, да, могут приниматься. Константин Петрович, гравитационное поле русского мира засосет? Мы можем только говорить гипотетически в данной ситуации. Нет, почему? Можем говорить, подождите, можем говорить практически. Смотрите, ультра такие, ну, как это, перешедшие на украинский язык мамочки записывают видео о том, что их детки лет 10 говорят с одноклассниками по-русски. Во Львове Моргенштерна в общаге пацаны слушают. Понимаете? То есть мы понимаем глубину на самом деле. И против чего националисты вот эти ярые с Кремнем и другими борются? В Украине русский язык превратился имеет два статуса фактически. Во-первых, это для значительной части населения Украины язык интимного общения. Я имею, нет, ну, интимного не в плане в постели. Интимное – это когда человек доверяет друг другу, когда доверяет. Вот. Когда человек доверяет, понимает, что можно говорить, значит, он говорит на русском языке. Очень часто это бывает, когда начинают разговор на украинском, а потом, ага, раз, этот, значит, точно свой, значит, можно переходить на русский. Знаете, это как в анекдоте известном, что когда спикер Верховной Рады спрашивает, говорит, панове, скільки серед нас там є росіян, євреїв, там все говорят, ні, всі щирі українці. Значит, тогда можем говорить по-русски. Да, так вот, значит, вот приблизительно та же ситуация. Поэтому я говорю, язык интимного общения именно в плане том, что язык доверительного общения. Второй – это язык протеста. Вот. И дело в том, что со временем, ну, мы же помним, что действие равно противодействию, и помним о том, что со сменой поколений... Сейчас вы закончите мысль, Константин Петрович, закончите сейчас мысль, просто понимаете, тогда получается, если Мединский вышел после сегодняшнего Стамбула и сказал, что все говорили по-русски, то они именно потому, что Мединский тоже человек с Украины, понимаете, смело, Черкасской области, самое сердце Украины. Так что, можно говорить по-русски, конечно же, так. Все друг друга понимают. Продолжайте, пожалуйста. Да. Что касается языка протеста, я просто говорю о том, что в случае смены поколений, в случае бунта детей против отцов, вот этого поколенческого бунта, вполне возможно, что именно в знак протеста могут использовать новое поколение, использовать именно русский язык. С определенными, там, возможно, там, модификациями, русский, украинский язык, так скажем. Так, помните, у Аксенова в острове Крым там специфический жаргон, русский язык со вставками там, татарских слов, вот, атац и так далее. Вот точно так же может быть и в Украине через поколение. Плюс ко всему, Украина создала свою русскоязычную
украинскую культуру, от которой невозможно никуда деться, и точно через некоторое время найдутся те, кто будут ее возрождать и кто будут ее фактически реанимировать. Так что я думаю, что тут речь идет не о засасывании русским миром Украины, речь идет о том, что придет пора нормализации гуманитарной сферы, ситуации в гуманитарной сфере. Но мой-то тезис в том, что такая нормализация, здесь я рискну поспорить, она неприемлема для того государственного проекта, которым антироссии, который является Украина. Да. В этом его, собственно, Нет, это правда, противоречие. это правда. Так, и я еще хочу просто напомнить, что после Второй мировой войны, точнее в конце Второй мировой войны, существовал так называемый план Моргентау. План Моргентау, который предвидел не только там унижение Германии, превращение Германии в аграрную страну, уничтожение промышленного потенциала и так далее, но в частности в Соединенных Штатах всерьез думали, что создадут определенную антигерманию из Австрии. Австрию необходимо всячески поддерживать как определенную антигерманию. Но в результате как бы все нормализовалось. Договорились по-другому. Да, да. И, соответственно, слава богу, что все пошло совсем по другому, не конфронтационному пути. Я думаю, что и у Украины хватит мозгов все-таки не пойти по конфронтационному пути в дальнейшем, это первое, не развивать проект антироссии. Очень надеюсь на смену политических элит, возможно, не совсем будут определяться, эта смена будет проходить не совсем не совсем учитывая волеизъявление граждан, и такое возможно быть, как это было после Второй мировой войны на территории бывшего Третьего рейха. И еще один момент, это то, что все-таки украинские политики все-таки поймут, что нейтралитет – это наше будущее. Это один из залогов самосохранения. Да, друзья, вы оптимист, я как бы здесь больше реалист, мне кажется. Да, нет, я просто думаю, что может быть и такое наступит, что когда дискредитированная политическая элита вдруг останется в стороне, а где-то из нафталина найдут какого-то там отправленного 12 лет назад в отставку по состоянию здоровья и по возрасту Конрада Аденауэра, который в 1933 году ушел на пенсию, потому что он уже был стареньким, а его через 12 лет нашли, поставили во главе Германии, и он еще сказал свое слово. Я очень думаю, что у нас тоже найдут где-то в нафталине. Но в этой метафоре это путь военной оккупации. Просто давайте что Конрада Аденауэра все-таки поставили. Подождите, я же исхожу из того, что Украина-то на сегодняшний день не совсем-то суверенное государство. Особенно после подписания соглашения о недрах. Которое, кстати, в секрете. Сегодня новость разошлась. Секрет. То есть депутаты говорят, мы же проголосовали, дайте почитать. Они говорят, секрет, нельзя. Друзья, давайте подведем итоги. Я знаю, что... И смотрите, у нас какая-то история была, что где-то несколько там был минутный вылет. Это YouTube так бывает, сегодня какой-то день. Магнитные бури, там от солнца оторвалась какая-то эта магма. И поэтому тут люди пишут, что есть, скажем так, такой... момент, но люди поняли, что стрим возобновился, все нормально. В записи будут обязательно и аудио полное, и видео, то есть и у Константина на канале тоже, Павел Щелин, подписывайтесь на его YouTube. Я очень ждал долго этого момента, потому что мы в прямом эфире, скажем так, редко, и по техническим, в том числе, моментам, вот как сейчас, да, и по, скажем так, таким более таким как-то научным, что ли, да, экспертным, но вы очень хотели задать вопрос гостям. Не буду тратить много времени, всех просто еще раз поблагодарю за то, что поставили лайк и подписались. Подведем итоги опроса. Кто виноват в срыве Стамбула? Россия 2%. Более 20 тысяч голосов мы получили к этому моменту на этот опрос. 23% западные партнеры виноваты, 29% Украина, 46% никто не виноват. Это в принципе Стамбул, имитация. То есть, видите, победитель есть, да. Украина и Запад, конечно, если сложить немножко больше, но вообще Стамбул это имитация. Друзья, как всегда... Собственно, давайте закроем этот вопрос. Очень, в режиме Блиц, очень коротко. Павел, что думаете, по поводу голосования людей? Тогда следующий Стамбул вообще не важно, когда и где, получается. Нет, мне кажется,
надо сделать тогда просто комплимент вашей аудитории по нынешним меркам для такого масштаба продемонстрировала высокую степень осознанности, насколько это возможно. Не согласен с тем, что не важно. Почему же? Важно, весьма важно. Просто нужно четко определить зону этой важности. Ну, пресловутые, там, не знаю, 6... Понимаете, каждый человек, каждый захороненный солдат, каждый вернувшийся из плена, это очень важно для конкретных людей, как минимум. А если важно вот в контексте мир, дружба, жвачка с нуля часов, то да, не важно. Просто не стройте воздушных замков, и тогда не придется разочаровываться. Угу. Константин Петрович. Я дальше продолжаю настаивать на том, что основные переговоры ведутся по нескольким другим линиям. Стамбул будет фактически местом фиксации и легитимизации других договоренностей, которые будут приниматься в других местах, другими командами. Вот будут встречаться делегации украинская и российская, подписывать некие договоренности, степ-бай-степ, шаг за шагом, пускай не так часто, как бы нам хотелось, пускай не так быстро, как бы нам хотелось, но все-таки это будет продолжаться. Да, друзья, сначала переходим к вашим вопросам. В режиме Блиц, пожалуйста, чтобы, как обычно, многих пропустить. Ну, понятно, что если где-то нужно будет остановиться, никто никого не ограничивает. Начнем с клуба зрителей, телеграм-канала, пользователей Лиулапо. Константин Петрович, вы как-то говорили, что Россия и россияне совсем не понимают Украину и украинцев. В связи с этим вопрос. В чем вы видите это недопонимание и насколько оно велико? Большая просьба к Павлу прокомментировать ответ Костя Бондаренко, если не затруднит. Уважаю вас обоих как экспертов. Спасибо. В том, что в России продолжают дальше думать, что Украина – это, скажем так, маленькая Россия, в которой все процессы происходят с небольшим опозданием от российских. Возможно, так было 20 лет назад. Вот, но сейчас во многом очень многое поменялось. Ну, и, скажем так, психология современных лидеров, которые принимают решения, а также система исполнения этих решений, тоже не совсем понятна России. Они подходят к Украине. Я это сталкиваюсь очень часто, потому что общаюсь со многими экспертами российскими, которые занимаются Украиной, и они просто сами говорят о том, стоп, а почему оно у вас так именно происходит, а не так? Почему это же должно совершенно по-другому как-то происходить? Вот, два разных организма государственных, да, близкие, да, исторически, скажем, родственные, но при этом каждый развивается немножко в своей парадигме. Павел. Мой здесь ответ все-таки будет немного другим. Я согласен с общей линией, что да, не понимают. Я здесь говорю как сам человек, получивший российское образование. То есть, но ключевое непонимание, мне кажется, все-таки другое. Главное, первое, это определенная имперская миопия, действительно. Ну, то есть, в хорошем смысле, ну, у российской гуманитарной традиции есть определенная склонность неглубоко изучать процессы на своих окраинах, как, допустим, делает британская традиция, которую как энтомологи изучают, а у России есть вот это по умолчанию, но вы же такие же, как вы, да? То есть вот это, в принципе, является позитивным свойством русской этики, потому что русские всех как людей воспринимают, и поэтому по умолчанию считают их людьми и не испытывают потребности изучать их как отдельный, там, не знаю, вид, который вот с интересными особенностями. Но это вот это очень давнее, это идет там из 19 века, то есть это глубокая традиция. Но главное непонимание сегодня, мне кажется, в том, что российское руководство продолжает воспринимать, может быть, сейчас, кстати, меньше, по крайней мере, вплоть до недавнего времени точно сейчас под вопросом воспринимала Украину как государство, в то время как Украина не является в строгом смысле государством, на мой взгляд, а вообще гораздо больше похожа на религиозную общину, религиозную секту. И поведение ее надо понимать именно так. Поэтому российское там, начальство пыталось логичные аргументы, но вам же выгодно, ну что же вы так самоубиваетесь, да как же это же вам повредит, не понимая, что это вообще не чувствительно к этому аргументу, накладываясь на особенности, в том числе вот этого регионального менталитета, то, что я называю приоритет пафоса над логосом. Да, то есть, ну, культурологи знают, гори сарай, гори и хата, главное, не съем, так понадкусываю, главное, ну, вот то, что вошло в шутки, оно так реально есть, и по-хорошему дипломатия должна была бы это знать, но вот имперская миопия не позволила. Угу. Значит, следующий вопрос. Ну, опять-таки, здесь можно соглашаться, не соглашаться, пишите в комментариях. Лариса задает
Добрый день. Хотелось бы узнать у Павла, хотя мнение Константина тоже очень интересно. Несколько лет назад вышло интервью Михаила Полторанина Андрею Караулову, в котором Полторанин рассказывает о якобы подлинной истории Иисуса Христа, которую он узнал в подвалах Ватикана, о том, что Иисус был простым человеком, дочь, жена были, а все его божественное начало было просто придумано в Ватикане. И вообще, все мы были завезены на эту землю 6 тысяч лет назад из космоса. Очень хотелось бы узнать, что ваши гости думают об этом. Ну, я скажу о том, что в первом веке не такие гностические секты существовали, поэтому ничего принципиально нового. Вот как христианство возникло, так такие истории секты стали рассказывать. Поэтому очередная гностическая версия этих событий. Константин Петрович. Абсолютно согласен. То есть, ну, мне кажется, что все-таки это не из подвала Ватикана, и что это немножко более поздняя версия, потому что на самом деле подобного рода версии действительно на протяжении последних 2000 лет они неоднократно существовали. Кстати, да, действительно, 1-2 век большое количество апокрифов, большое количество разного рода там, лжесвидетельств и прочее, которые были достаточно популярны на каком-то этапе. Не, ну, то есть это вплоть серьезно. Там первое, если кому интересно, это вполне церковные историки в хорошем смысле изучают вот период гностических, ну, первые 3 века христианства, и святые отцы есть, допустим, Ириней Леонский против ереси, там вот такой Талмуд, там все вот эти разные гностические версии разобраны. То есть пока, вот, собственно, память была недавно, на это воскресенье, отцов Вселенских соборов, пока очень четко символ веры не сформулировали, там творчество шло прям... Оно и до сих пор... Ну, и оно вот продолжает идти. То есть это... Ну, скажем так, символ веры так четко не сформулировали, потому что филиок в деле до сих пор. Ну, до сих пор есть согласие. Ну, тут уже вопрос кому... Но я имею в виду хотя бы вот базовые его структуры. Но допустим, арианство тоже, например, вот то, что вы перечислили, в принципе, какой-нибудь арианец очень мог бы под этим подписаться. То, что вот Иисус никакой не бога-человек, а просто очень продвинутый такой... Как бы было время, когда сына не было. Вот она основная тема арианства. Арианство, вот, пожалуйста, вам ересь официально. В общем, к тому, что, уважаемые зрители, не бойтесь, открывайте. Ничего тайного тут нет. Все в церкви, если есть желание, можно найти. Объяснят, книжки написаны. Исключительно вопрос в вашем желании. Да. Значит, Катя задает вопрос. У меня вопрос. Просто хочу сказать, что каждый раз радует вопрос, который часто звучит в эфире. Смогут ли примириться 2 народа? Если его задают с 2 сторон, значит помирятся. Примирятся обязательно. Смогут обязательно. Это. И я думаю, что Нет, это я просто напомню... Да, я просто опять пожалуйста. напомню сразу исторический опять контекст. История началась не с нас. 17 век. Начало 20 века, уж простите, история вот всех этих... у нас вот это ощущение, что это все происходит как бы в первый раз, такого никогда не было, и вообще все это ужасно, и вообще это навсегда. Ну вот, давайте, к сожалению, для истории этой многострадальной земли подобные периоды дикого поля и потом периоды, скажем так, походов туда-сюда с перемешкой на руину, это ее хроника. Поэтому было уже такое не раз. И потом нормально строилось все. И я так скажу, будет... Вот здесь важный момент, кстати, надо отметить, мы отдельно не говорили. Вот здесь, но здесь важен, честно скажу, наверное, действительно очень вопрос церкви. Вот будет общая, скажем так, вера, будет общее духовное единство, будет и тогда и покаяние, и примирение, и все это будет. Поэтому, конечно, атака на церковь... То есть, давайте так скажу. Самое большое, что может помешать примирению, это то, что происходит сейчас вокруг украинской церкви. Вот так я это сформулирую. Именно этому оно и происходит сейчас вокруг украинской церкви. Вот. Что касается как раз возможности примирения, я постоянно говорю о том, что в 1914, 15, 16 годах Германия воспринималась как абсолютное зло в России. Вот. Германия – это однозначно враг, проклятие в адрес Германии и так далее, и так далее. Все прочее в 1918, 19, 20 годах на территории Германии оказался 1 миллион русских, вот, которые туда добровольно эмигрировали, там осели фактически. Что касается даже инициатора переименования Петербурга в Петроград, он тоже похоронен в Берлине.
Так что вот это один из аспектов. Вы знаете, как говорит один из моих близких друзей, он любит постоянно говорить, что для того, чтобы примирить два народа, необходимо просто перезарядить систему пропаганды и взять 180 дней, полгода. Каждый день отклоняясь на 1 градус от генеральной линии, предыдущей генеральной линии. Через 180 дней вы будете иметь абсолютно противоположную линию, абсолютно противоположную действительность, в которой будут жить большая часть граждан, которые воспринимают официальную пропаганду как некую истину в последней инстанции. Значит, вопрос к Павлу от Михаила. Откуда у русских такое безразличие к смерти в бою, предпочтение смерти в плену? И вопрос к Константину. Есть ли такое среди украинцев? Откуда это вообще взялось у славян? В той же Чеченской войне было нормой подшить под броник гранату для себя. С ней было спокойнее. Ну, потому что, давайте прямо скажем, русский народ — это народ воин. Это народ военной этики. Есть народы, прежде всего, торговые, по торговой этике, есть народы войны. И здесь в этом смысле, ну, это вот то, что рассказывалось, когда, условно, на этой войне, собственно, в чем ее трагизм, когда из обоих окопов могут вам сказать, русские не сдаются. Такое бывает, да. Но это вот действительно, ну, давайте прямо скажем, почему это сильнейшая сейчас сухопутная армия, потому что других таких армий с таким качеством именно пехоты просто нету. Американская пехота так не воюет. Британская пехота так воевать не сможет. Поэтому они не воюют, для справки. Поэтому там другие военные традиции. В русской культурном коде, в русской культурной этике это прежде всего этика воина. Это воинская этика. Ну, это 1000 лет, если угодно, отбора этического. Вот примерно так простой ответ. Если короткий и простой ответ. Да, Константин Петрович, украинцы такие Да, же. я, наверное, соглашусь с определенными этическими нормами, которые присутствуют на постсоветском пространстве, система воспитания, система тех или иных традиций, которые характерны для России и для Украины, в принципе, вот, но которые абсолютно не характерны для для тех же Соединенных Штатов или Западной Европы. Там нету вот этой системы именно воспитания на примерах героизма, самопожертвования и прочее. И в Украине, и в России это существует. Угу. Ваше отношение, Маша спрашивает у обоих гостей, отношение к проекту «Русь-Украина». Что это и жизнеспособно ли это? Ну, давайте так, я знаю, понятное дело, автора этой концепции. Это, ну, очередная попытка придумать вот этот вариант, как бы, чтобы была независимая Украина, но чтобы она была не антироссией. Ну, проект как бы творческий, но, на мой взгляд, скажем так, мое мнение изменилось. После этих 3 лет я все-таки пришел к выводу, что любое государство, имеющее в названии Украина, на длинной дистанции будет тяготеть к вектору антироссия. Но это вот мое мнение. То есть тут, к сожалению, как вот в мультике про капитана Врунгеля, как корабль назовете, так его и поплывете. Вот тут надо что-то с названием делать в том числе, потому что, ну, в противном случае, вот, скажем так, канадско-галичанская линия, она свое дело на длинной дистанции сделает, даже если будет в меньшинстве. Ну вот, это моя. Так, а какое название? Малороссия? Ну, как вариант. Нет, ну подождите, как вариант? Это тогда привязка к России получается, правильно? Ну, вот тот самый тяжелый выбор. Но Малороссия может быть нейтральной вполне. Ну, тут В там же принципе, в может. проекте просто записано, ну, как подразумевается, что Русь Да. это как бы отсюда пошла, поэтому мы имеем право Ну, на разумеется, название Русь. смотрите, тут логика какая? Если тут это же речь идет о цивилизационной плите, да, то есть если вот Украине, ну это опять-таки все цивилизационисты пишут, нравится вам это или не нравится, но Украина сидит на разломе цивилизационных плит. Понимаете? И тут приходится определяться, к какой плите все-таки ты приходишь. Если ты входишь в цивилизационную плиту, ну, как минимум, ты должен быть ей комплементарен. Вот понимаете, вы не можете входить в цивилизационную плиту и ей противостоять. Оно бывает. В теории, опять-таки, вот это, откуда берется идея нейтралитета, она в теории можно существовать на этой цивилизационной плите как нейтральное пространство, но я прямо скажу, почему я скептик. Это требует такого безумного уровня государственных компетенций, которые это и в спокойной обстановке найти практически невозможно, и в истории, правда, очень мало. Ну, то есть, а когда у вас еще нет ни одного исторического опыта, традиции, призвания, мне, честно говоря, это уже больше переходит в разряд мрии. То есть вот, ну, и тут, как бы, уж простите, прямо скажу, размер. Украина слишком, в том виде, в границах Украинской социалистической республики,
республики 91 года, Украина была слишком большой, чтобы быть прям полностью нейтральным. Поэтому она и тяготеет либо к одному цивилизационному блоку, либо к другому цивилизационному блоку. И опять это многие как бы расписывают. Но есть, например, популярный аргумент, там, не знаю, Константин знает, линия Субтельного. Это уж вообще человек, которого сложно заподозрить в комплементарном отношении к всему, ну, там, русскому цивилизационному, но тоже, вот, будучи относительно честным исследователем, был вынужден признавать определенные объективные характеристики. То есть вот как-то так. Угу. Константин Петрович. Да. Субтельный, Орис Субтельный, покойный, он старался как бы выступить в некой степени человеком, предлагавшим компромиссы между диаспорной, так называемой государственнической школой в истории Украины и советской школой. Поэтому он пытался создать микс. Вот он был компилятором в первую очередь, а не серьезным историческим исследователем. Но что касается как раз ситуации с Русью и Украиной. Вообще концепцию Руси и Украины предложил Грушевский в свое время, в конце XIX века, когда стояла главная задача объяснить тем людям, которые себя считали русинами, не только в Галичине, но и в Центральной Украине. Волынь. Ну, да, вот он предлагал как раз концепцию Руси Украины, что вот Русь – это Украина, и, соответственно, Украина ведет своими корнями, там она как раз именно в Киевской Руси. Киевская Русь – это наше все, и, соответственно, Киевская Русь – это не Московская Русь, они у нас украли название, но мы украинцы. Вот, это главный был тезис. Позже уже, когда Украина получила свою независимость, появилось несколько компромиссных предложений. В частности, я знаю, перед Майданом, незадолго перед Майданом, где-то за год-полтора, появилась партия «Русь». Первым или вторым? Вторым Майданом, да, это где-то в году 2012 году появилась партия «Русь», которую возглавлял Денис Шевчук, который предлагал полностью отказаться от названия Украина и полностью переименовать страну в Русь. Сейчас Артем Дмитрук, между прочим, заявляет, что он является гражданином Киевской Руси, а не Украины, и так далее. То есть сама идея, она все-таки существует. Эта идея существует все-таки, а вот именно идея именно Украины, Руси, это вот именно идея конца XIX века, которая прижилась в начале XX века особенно, и пришлась как раз именно как нельзя кстати, совпала с политическими процессами, которые в то время... Тут важно просто заметить, да, исторически просто тогда все-таки тогда подметим разницу, она все-таки Грушевским формулировалась именно на более локальном уровне, и не предполагалась на всю СССР, условно, на границе УССР. То есть это просто вот конечно. Тогда вот, если исторический контекст давать. Да. Но что касается вот тогда, как раз, кстати, в Австрии, это небольшой экскурс в историю, вот в Австрии тогда очень было как раз важно показать, что русины, они не являются русскими. В 1904 году в Черновцах вышло в издательстве Ивана Захарко вышла книга «Русины о москали». Вот, соответственно, и там доказывали, почему русины не являются русскими, почему русины и москали – это разные вещи, и разные субстанции, категории, народы, и там было перечислено огромное количество доказательств, и одно из них, как сейчас помню, а ще москали кажут на наше мясо говядина. Да, но это отдельно. Но это вот, кстати, тоже пример. Тут в обе стороны работает то, что, ну, в Москве, не знаю, за исключением каких-то суперрусских специалистов, на широком ходе действительно не знал никто. Ни этой стороны, ну и даже и своих не знали. То есть, условно говоря, имя Осип Мончаловский в Москве мало что кому скажет, а между тем для вас будет шоком, но вплоть до геноцида в Талергофе и Терезине. А это, кстати, интересно, что впервые на российском официальном уровне была поднята недавно эта тема. Это для меня, кстати, важным стало сигналом. Во Львове существовало, вот если вы пойдете на Лычаковское кладбище, там есть могила русских журналистов, и там существовала очень сильная русофильская партия. Кстати, знаете, по секрету до сих пор не понимаю, почему Ивана Франковского Ивано-Франковск в рамках декоммунизации, потому что тоже человек был, ну, по современным меркам, украинофобом, мягко говоря. Там была очень серьезная, там у него было большое количество трансформаций, которые он пережил. Там он был и полонофилом, и
потом был ориентирован, некоторое время был и ориентирован на Россию, писал Михаилу Павлыку, Да. своему другу, что, говорит, там платят большие гонорары, чем наши, условно говоря. Писал для... В общем, у этого региона до 1939 года была очень интересная история, и очень много интересных концепций родилось там. Это надо признать. И вот сегодня их просто, знаете, такие осколки, которые без контекста часто понять довольно сложно. То есть... Да, друзья, значит, продолжим. Давайте в режиме Блиц еще несколько вопросов. Значит, пользователь, добрый вечер. Вопрос. Уже несколько раз слышим от Зеленского что-то, готовящееся в Беларуси. Живе Беларусь в новогоднем обращении, и прямо накануне какие-то непонятные намеки. К чему бы это? Может, к дождю? Смайлики. Спасибо. Ну, если можно, Да. Зеленского убеждают, что военные учения, которые пройдут на территории Беларуси летом этого года, что они будут направлены против Украины, и что российские и белорусские войска попросту сразу же после учений или в ходе учений там, перейдут через Припять и сразу же вторгнутся на территорию Украины. Зеленский в это абсолютно верит. Зеленский в это абсолютно верит, хотя точно так же он верил в ходе учений, которые проводились в прошлом году, позапрошлом году. Он точно так же считал, что с Беларуси будет новое вторжение. Это для него определенная фантомная боль. Вот. Что касается второго момента, это то, что на территории Украины тоже ни для кого не секрет. Существуют отряды определенные группы из белорусов, белорусской оппозиции, которые в принципе, готовятся как диверсионные группы. Ну, белорусская оппозиция, она, в принципе, рассорена между собой, она абсолютно пестрая. Вот, они там друг с другом никак не могут помириться. Батальон Калиновского, там Поздняк, потом Тихановская и прочее. То есть они никак не могут прийти к общему знаменателю. Но при этом вот на территории Украины существуют те группы, которые заявляют о себе как таковые, которые могут в перспективе там, зайти в Беларусь, поднять восстание или же захватить власть. Угу. Я добавить ничего не буду, просто, да, диспозиция примерно такая. Насколько это все близко к реальности, Абсолютно. бабочки меня не носят, поэтому добавить ничего не могу. Павел Радченко. Павел, Константин, будут ли еще рождены Булгаковы, Толстые, Шевченко? Или словарь Т9 и искусственный, вот так, интеллект не даст создать людей, умеющих писать? Здесь давайте так, я начну. Я хорошо понимаю и уважаю тот вызов, о котором пишет уважаемый Павел. Действительно, есть такая проблема, что тот вызов современных технологий, которым сталкивается человечество, он в каком-то смысле является, наверное, более качественным, чем предыдущий, потому что если раньше под вопрос ставились наши механистические способности, то теперь под вопрос ставятся наши когнитивные способности, да, и здесь, опять-таки, большой вызов. При этом давайте, знаете, такой радикальный ответ, что нет, ничего больше не будет, и вообще вот мы прям завтра все умрем, тоже невозможно. По-разному будет. Кто-то... Давайте я могу сказать только одно. Важнее, что вы делаете. Я знаю, то, что вот среди разработчиков искусственного интеллекта на Западе и среди ведущих лидеров IT-компаний очень жестко ограничен доступ их детей вплоть до совершеннолетия к любым онлайн-технологиям. Поэтому здесь скорее вопрос о том, как вы своих детей будете воспитывать и учить. Вот это становится вопросом первостепенной важности. Вот примерно так бы я ответил. Знаете, Павел, извините, конечно. Слушайте. Правда. Так можно и про курение, и про все на свете. Ограничивать. Ограничивая, не ограничивая, все равно человек с этим столкнется. В разном Нет, он возрасте. столкнется потом. Нет, смотрите, здесь большая разница. Есть вопрос элементарный о, простите, формировании мозга. То есть детский мозг должен быть сформирован. У него там есть определенные процессы. Мозг человека, он всю жизнь растет, но у него там есть определенные критические этапы. И смысл в том, что до формирования определенных там навыков комплекса нейронных сетей не допускать к вещам, которые прокладывают альтернативные нейронные сети. Я просто не хотел уходить совсем в детали, но вот это есть очень большое, скажем так, действительно, в том числе биологическое когнитивное обоснование. Речь идет о том, что сначала человека надо научить думать,
а потом уже пользоваться этими технологиями как инструментом. Потому что в чем проблема искусственного интеллекта? Он не является в строгом смысле интеллектом, он является имитацией интеллекта. И даст он вам ровно то, что вы от него спросите. Но чтобы уметь его спросить, вы уже должны сформировать в ребенке вот этот навык мышления и навык субъектности. А для того, чтобы его сформировать, сначала его надо от этих вещей ограничить. Это вот если совсем вкратце, как оно Ну, происходит. видите, как вы с такой технологической точки зрения, а вот с писательской, Константин Петрович. А, а что с писательской? Извините, пожалуйста, но дело в том, что в те времена, когда жил Пушкин и писал активно Пушкин, о его существовании как о писателе, поэте и так далее знали не более 3000 человек на всю Российскую империю. Это был нишевый поэт. Сейчас это, что называется, наше все, его знают миллионы. Когда жил Шевченко, ну, тоже это был салонный художник в первую очередь. Кое-кто знал его стихи. После его смерти он стал великим, скажем, и целой иконой, скажем, его возвеличили. Да, он собирал залы, и он, и Достоевский при жизни собирали залы, им рукоплескали. Достоевскому повезло чуть больше, потому что им очень серьезно увлекался, например, тоже Константин Петрович Победоносцев, всесильный и влиятельный, вот, и так далее, да. Вот. А что касается Булгакова, который сейчас вспоминает, ну, извините, но все-таки слава к Булгакову пришла благодаря оттепели 60-х годов в первую очередь. Вот, к тому времени его попытались забыть. И спрос на идеи, те или иные идеи формируются уже последующими поколениями. Время проводит определенную обкатку и определенную огранку того или иного таланта. Вот. А что касается... И очень часто бывает так, что очень популярные личности, которые рукоплещут их современники, они попросту вскоре забываются и практически не оставляют после себя следа в истории. Я уверен, что будут личности, будут произведения, будет та часть, которая будет читать, даже если это будут 3000 человек на весь бывший Советский Союз, которые будут читать этих людей. На этих 3000 человек будут делать историю. Вот. Да, значит, давайте еще парочку вопросов, потому что, понимаю, время, ну, скажем так, не резиновое, но это просто уникальный случай прямого эфира, не могу не воспользоваться. Чат-трансляции. Артур, у меня работает женщина, у которой сын воевал добровольцем со стороны Украины и был тяжело ранен, а она кормила и обшивала со стороны России солдат. Что вы на это скажете? Очень коротко. Поздравляю, мы в кавычках, простите, это грубо звучит, но это трагизм гражданской войны. У нас в этом смысле гражданская война идет. Это тоже к вопросу о причинах, то, что это война смысловая. Она действительно, ее межгосударственный характер, это ее только, я бы назвал, поверхностное, гораздо большее измерение. Да? Это вот Ну, иллюстрация этого тезиса. Я когда-то неоднократно об этом говорил, описывал, потому что были разного рода ситуации в истории. Условно говоря, представьте себе 1920 год. Война советской России с белополяками. Война с белополяками. 3 года назад эти офицеры служили в одной армии. А тут они столкнулись между собой. Более того, и гражданское население, которое вышло, люди, которые вот вышли в Варшаве тоже защищать на Вислу, вот стали добровольцами, влились в ряды, они еще 3 года назад были гражданами Российской империи. Вот, и так далее. То есть это абсолютно реальность, когда политический организм, которым является государство, вот, оно переформатирует сознание граждан. На бытовом уровне остаются как бы все те же отношения, но уже с гражданской точки зрения, с политической точки зрения уже другое абсолютно самосознание. И иногда эти люди сталкиваются друг с другом именно за политические интересы. Разница политических интересов. Та же гражданская война в России, те же события, которые происходили в Украине в 1917-1920 годах, минимальное отличие в идеологии, минимальное отличие, которые скорее действительно напоминают религиозные отличия, а не принципиальные политические. И уже люди становятся врагами. Это мы переживаем сейчас, извините, но всего 30 с небольшим лет прошло с момента развала Советского Союза. Это немного. Одно поколение выросло за это время, всего-навсего, одно поколение. Вот. Но мы уже видим, насколько непримиримый антагонизм мы наблюдаем именно на государственном уровне с использованием государственного аппарата и государственной машины пропаганды.
Вопрос от Азы Бразы. Каковы последствия для двухсторонних отношений? В общем, избрание Навродского. Прокомментируйте, пожалуйста. На самом деле Не это знаю. проблема, да. На самом деле это проблема в первую очередь для Польши. Вот, потому что в Польше так построена политическая система, что эффективно она может работать только тогда, когда президент и премьер, правящая партия вот, являются одним организмом. В результате, я думаю, что мы будем наблюдать приблизительно те же процессы, которые в Украине наблюдались в то время, когда президентом был Виктор Ющенко, а премьером Юлия Тимошенко. Я просто добавлю единственное, то, что тут, конечно, самый важный контекст — это продолжение вот этой истории в борьбе внутри западного блока, попытки условных, ну, я их называю правых масонов в виде Трампа и его группы увеличить свое европейское влияние и борьба против них, соответственно, вот классических, скажем так, европейских глобалистов. Но это вот, насколько я понимаю, вот выборы в Польше были гораздо больше, ну, простите за тавтологию, частью этой истории, а не того, что мы сегодня в целом обсуждали. То есть это вот про вот это. А по деталям очень интересный комментарий. Значит, ну тут, конечно, это Константину Петровичу, наверное, там, да, там, какая фамилия у киевского князя Владимира и Данилы Галицкого, спрашивают. Фамилию Фамилии говорите. когда не было. В то время фамилии как раз не было. Как говорил один мой приятель, говорит, вот представь себе, что сегодня появится человек с фамилией Рюрикович. Вот кто он будет по национальности? Ну Кстати, да, это да. отчество. Отчество прежде всего было, конечно, Конечно, важным. это Ну, более поздние моменты, связанные именно с появлением фамилии. Это больше 16-17 век. Вот тогда появляется именно фамилия. Наблюдательная Жизель пишет. Короткий вопрос. Получается, после заявления Мединского по поводу возврата 339 детей, с Путина надо снимать обвинение МУС? А это, кстати, один из моментов, на который я хотел как раз сегодня вот в ходе обратить внимание, что да, действительно, это будет поводом для того, чтобы Международный уголовный суд пересмотрел свой ордер. Ну, ну, потрясающе. это, давайте так, это будет, не будет, это может стать поводом, Да, то, что именно, вы это повод. говорите. Повод. Это возможность, ну да, и просто уточни, там речь идет не о возврате, там идет о том, что есть список, с которым будут работать и разбираться. Ну, просто опять, это важный пример. Вот в эпоху информационного шума полагайтесь именно, ну, приучайте себя точно смотреть высказывания, вот особенно когда это говорят люди, которые по должности должны отвечать за слова. То есть вот этот вопрос достаточно точен. То есть речь идет о том, что действительно вопрос о детях, он превращается в технический вопрос, и да, как правильно заметил Константин, это, конечно, очень сильно ослабляет всю вот эту предыдущую историю с ордером на Путина. Другое дело, что если есть, мое мнение, если есть политическая воля и желание, ордер можно сохранить и спокойно им остаться. Это вопрос не прежде всего сначала именно политический, а уже потом с этими юридическими нюансами. Ругается здесь Марина в чате. Говорит, позор вам, Рюриковичи! Это род! Это не отчество, это род! Ну, в общем, Так это не отчество, Род. в том-то и дело. Это род, конечно, так что мы не говорим про то, что это отчество в данной ситуации. У Владимира было отчество Святославович, у Данилы там, Романович и так далее. Так, а да, династия, род Рюрикович. да, друзья, всем большое спасибо. Как говорится, эфиры у нас очень такие долгожданные, очень уникальные. Спасибо за то, что они очень тоже популярны. Ставьте лайки, пожалуйста. Нас даже вот сейчас больше 30 тысяч, хотя, сами понимаете, там какой-то был сбой, да, вот после третьего эфира. Но все сохранится, не сохранится, перезальем, все будет доступно. Я всех еще раз попрошу подписаться на Константина Петровича и Павла. Все ссылки, ну, что удобно, да, вам представлены в описании к этому видео. Константин Петрович, спасибо вам большое, что нашли время и поделились мыслями. Спасибо, мне очень приятно было, как обычно, пообщаться с Павлом, так что да, до новых встреч, надеюсь. Да, Павел, спасибо большое. Взаимно. До новых встреч. Ну, знаете, вот ключевое, как обычно, поэтому, знаете, вот я всегда в моей семье, вот так вот в культуре, да, вот было такое выражение «не загадывающий». Так вот, не загадывающий, первый понедельник месяца
да, вот мы или в записи, или в таком прямом эфире, как вам удобнее, напишите в комментариях, планируем встречаться. Ну, то есть это вот просто мы планируем, да, не загадываючи. Поэтому присоединяйтесь, подписывайтесь. И самое главное, несмотря ни на что, на все эти волны и бурные, скажем, события, помните друг о друге и берегите друг друга. Всем добра и света и доброй ночи. Спасибо. До свидания.